Зачастую, в погоне за деревянным рублем, человек бывает бескомпромиссен в выборе средств для достижения поставленной цели. Но когда жертвой его жадности становится животное, то в таких случаях наказание должно выноситься в надлежание преступлению, пресекая подобные действия на корню. Главному герою этой истории пришлось столкнуться с таинственным браконьером, который в итоге все же был пойман, но только благодаря собственной ошибке. Произошло это с местным егерем Иваном Степановичем в одном из поселков Брянской области. Мужчина столкнулся с очень изобретательным охотником, который, несмотря на запреты, продолжал истреблять серых хищников. Такой повышенный интерес к волкам был вызван тем, что за их шкуру из бюджета края выделялась хорошая денежная премия. Жажда наживы заставляла охотников становиться волчатниками, специализирующимися только на захват этого зверя. Вследствие этого в районе сократилось поголовье волков. Это привело к тому, что расплодившиеся олени и кабаны потянулись к людскому жилью, нанося непоправимый вред сельскому хозяйству. Иван Степанович пытался препятствовать уничтожению санитаров леса. Он прекратил выписывать лицензию на отстрел волков. Но несмотря на это, неведомый браконьер продолжал свой черный промысел, уничтожая хищников одного за другим. Этот охотник совсем не стеснялся в выборе средств для ловли волков. Он использовал хитроумные ловушки, капканы и даже рыболовные крючки. Иногда охотник разбрасывал ядовитую приманку. Его жертвами становились не только волки, но даже лисицы и зайцы. Егерь сбился с ног, пытаясь вычислить таинственного браконьера. Иногда Ивану везло, и ему удавалось спасти попавших в капкан хищников. Так вышло и в этот раз. Когда егерь совершал обход, он обнаружил волка, угодившего в необычную ловушку. Она изготавливалась из стволов молодых елей, имея вид небольшой пирамиды с единственным окошком. В него-то хищник и просовывал голову, привлеченный запахом приманки внутри. Бесчеловечность этой конструкции заключалась в том, что вытащить обратно голову волк уже не мог. Хищнику не давали этого сделать гвозди, вбитые в оконный проем под определенным углом. Иван Степанович аккуратно разобрал ловушку и освободил волка, шея которого была серьезно изранена. Зверь, простоявший в таком положении не один час, рухнул на талый снег. Мужчина обработал раны хищника и дал вяленого мяса из своей походной сумки. Он знал, что волку требуется время, чтобы прийти в себя. Егерь еще раз внимательно осмотрел ловушку, и, к своему удивлению, в качестве приманки мужчина обнаружил часть туши поросенка. Казалось бы, этот факт ничего особенного в себе не таил, но Иван увидел, что кожа у поросенка темная, а это означало, что он принадлежал вьетнамской породе. Это определенно была удача, ведь егерь знал, что разведением подобных животных занимается только один человек в поселке. Тем временем волк, подкрепившись сушеным мясом, встал на лапы. На прощание он посмотрел в глаза человеку, в его взгляде мужчина прочел осуждение и тоску. Спасенный зверь ушел, вселив в душу егеря смятение и грусть. Человек, чувствуя вину перед хищником, отправился в поселок, чтобы найти таинственного браконьера-живодера. Иван Степанович быстро вычислил его. Им оказался фермер и по совместительству охотник, который, прижатый такой уликой, быстро сознался. Отпираться было бессмысленно, так как свиней такой породы не было ни у кого в поселке. Иван, не желая выносить ссору из избы и придавать дело огласке, не стал. Взамен он взял с охотника слово, что охотиться таким варварским способом тот больше не будет. Стоит сказать, что мужчина свое обещание сдержал и в браконьерстве замечен больше не был. Возможно, егерю удалось пробудить совесть в душе охотника, а может, мужчина просто испугался наказания, предусмотренное законом. Благодаря добросовестному отношению Ивана Степановича к работе и его наблюдательности, которая впоследствии спасла популяцию волков в регионе. Спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.